Слава Украине, привет всем от Полонского. Ну, ребята, такие новости приходят уже. Собственно, очень многие телеграм-каналы понесли их о том, что по информации Wall Street Journal завтра в Лондоне Соединенные Штаты Америки предложат признать Крым российским. Также предложат оставить линию фронта по той линии соприкосновения, которая есть. Также некоторые пишут, также они же пишут, но насколько это правда, я не знаю, что Запорожскую АЭС надо передать под контроль американцев, я об этом уже говорил. Вот. А за это Путин согласится прекратить боевые действия и идти на перемирие, еще и в дальнейшем снять санкции. То есть, ну, как вы если это правда, то вот сегодня просто вся пресса об этом пишет, особенно к вечеру вот начали активно это обсуждать. Ну, если это правда, то это полный слив администрации Трампа всего, что только можно, еще до начала переговоров. Тут все понятно, да? То есть вместо того, чтобы дать агрессору по зубам, вместо того, чтобы оставить Путина без штанов путем немилосердных санкций и исполнения тех санкций, которые уже были, Трамп просто предпочел все слить и отдать Крым России. Кстати, за Аляску у меня нет никаких проблем. Если вы хотите ее вернуть, ну, мы с этим ничего не можем поделать. Это ваше личное дело. Но вот Крым это не ваше. И свои ручонки, мокрые, потные, не надо в украинский Крым совать. Вот отвечу так, трамполюбам и тем, кто любит Трампа. Опять-таки, если Крым признают российским только Соединенные Штаты, но это их личное дело. Я же говорю, они как бы сейчас не указывают, они на следующий шаг пойдут по поводу Аляски или не пойдут, тут и мне неизвестно. Вот, но это их личное дело, и нам глубоко начхать на то, что администрация Трампа предлагает Путину. Ну, честно и откровенно. Просто начхать. Потому что никакого отношения к украинской конституции эти жужики не имеют. Вот. Ну, просто надо иметь в дальнейшем это все дело в виду. И как, вот, на мой взгляд, американского бизнеса в Украине, если это правда, то американского бизнеса в Украине быть не должно. Ну, по крайней мере, крупного. Мелкие там, кто такое, эти люди никакого отношения не имеют к государству, не имеют к правительству этого вот обладателя замечательной шевелюры. Вот. Мелкий, средний бизнес такое дело. Вот. Но вот лично я бы не хотел бы здесь видеть никаких крупных американских бизнесов, связанных, понятное дело, с трампоидами. Ну, вот так как-то, да. Ну, надо спокойно это воспринимать. Трампу никто не давал права распоряжаться нашей землей. Трампа зовут никак, и в Украине он вообще никто. Соответственно, он президент Соединенных Штатов Америки. И их имуществом он там, не знаю, вправе, не вправе, но какое-то право же, наверное, имеет распоряжаться. А здесь у него руки короткие, вот все, что можно сказать. Вот. В то же самое время, если это все поможет остановить войну, ну, пускай делают, потому что, еще раз говорю, смотрите, если будет признавать что-то Трамп, нам глубоко на это начхать. Вот и все. Вот, хочет признавать, пускай признает Крым российским. Пускай, например, признает, что летом должен идти снег, например. Ну, а почему нет? Если у него в шевелюре такие мысли, ну, пускай признает, что летом будет идти снег. Точно так же, как Крым российский. А вот и все. Трагедию из этого делать не будем, но надо это все иметь в виду на дальнейшее. И самый главный, ребяточки, из этого всего вывод. Что надо восстанавливать то, что у нас было забрано по Будапештскому меморандуму. Конечно, делать это надо негласно, тихохонько. Может быть, не настоящее делать изделие, а что-то заместителя. Я так думаю, что меня все поняли, о чем идет речь. Вот. Но это должно быть у нас однозначно. Вот. То есть, чтобы в случае чего, если Путину пройдет идея напасть еще раз, а Трамп скажет, что ну так дайте ему еще 4 области. Вот, чтобы у Путина были какие-то тормоза, потому что сейчас он себя просто чувствует, знаете, он вообще расшалился. Ну а что, Трамп до начала переговоров слил все, что только можно. Вообще до начала переговоров, вообще все слил. Все, что надо было обсуждать, он нахрен все слил. Чем поступается Путин, объясните мне? Вообще ничем. Вообще ничем.
Вот. Ну, скажем так, агент Краснов может творить свои дела, а нам нужно поступить по-умному. Нам нужно использовать эту ситуацию на пользу себе. То есть, да, если закончатся боевые действия, это хорошо, в конце концов. Вот. То, как они закончились, нас абсолютно не устраивает, вопрос остается открытым. Вот. Ну и нужно по возможности делать так, чтобы в дальнейшем у России не было никаких, скажем так, чтобы в дальнейшем Россия не имела финансовой и какой-либо другой возможности производить то, что она производит сейчас. Соответственно, вот, как говорится, 51-й арсенал ГРАУ нам в помощь. Вы меня все поняли. Вот это вот, да. Вот, то есть надо продолжать с ними работать тихохонько, верно, но уверенно, четко и понятно. Да. Вот, ну и по военным преступникам тоже продолжать работать. Еще один очень важный момент. То, что, опять-таки, этот Краснов, в смысле Трамп, хочет снять санкции с России. Тут проблема у них в чем? Что большая часть российского бизнеса и санкций, они зациклены на ЕС. А ЕС никаких санкций снимать не собирается. И подавляющая часть денег российских замороженных, заморожены в ЕС. Вот так вот, да, тоже надо учитывать. В Штатах всего 5 миллиардов из 300. Ну так, что это чтобы понимание. Для понимания ситуации, да? Вот, так что подавляющая часть денег в ЕС, бизнес был у Путина с ЕС, газ он продавал опять-таки в ЕС. Поэтому, честно и откровенно скажем, что, ну, если, скажем так, если Америка будет позориться уже до конца, как говорится, до последнего, как говорится, предела и даже ниже плинтуса, пускай они позорятся, пускай они снимают санкции. Но толку. Хотя, конечно, выигрыш такой, знаете, у Путина репутационный будет. Я нагнул Трампа, отымел его во все, как говорится, возможные отверстия. Вот. Трамп бегает передо мной, там, как цувиркает на вшпыньке. Вот. Конечно, зрелище неприглядное. Но еще раз говорю, это не проигрыш Украины. Это Трамп прочмырился таким вот образом. И весь мир на Трампа сейчас смотрит и говорит, что он просто-напросто лузер.